Итак, Ивана Купала, и в этом видео мы, друзья, с вами поговорим об этом празднике, ну а также и об обрядах, и всевозможных ритуалов именно для тех, кто хочет провести в этот день. Итак, друзья, славянский языческий праздник Ивана Купала в 2019 году пройдет 7 июля, хотя многие отмечают его 22 июня. Это по старому стилю в день летнего солнцестояния. Но во многих источниках можно найти информацию, что праздник Купала именно 7 июля. Однако даты славянских языческих праздников у наших предков всегда были приурочены к определенным, чаще всего природным событиям. К примеру, дни летнего зимнего солнцестояния– это дни осеннего и весеннего равноденствия. Праздник Ивана Купала также назывался праздник середины лета, то есть отмечали его в тот день, когда наступил самый длинный день года, день летнего солнцестояния. И таким образом, исконно славянская дата праздника Ивана Купала была 22 июня, в день летнего солнцестояния. Но 7 июля, к сожалению, перенесли в григорианском календаре. И давайте поговорим о том, почему же праздник Ивана Купала называют Иванов день или Ивана Купала. Так, с приходом купальского праздника природа уже расцвела, и наши предки своей радостью и весельем этот день почитали бога Купалу. После захода солнца разжигали ритуальный костер, купались, славили бога огня, приносили жертву самый лучший каравай, к которому ранее прикладывали руки и загадывали желания. Потом все разбивались по парам и, взявшись за руки, прыгали через уже прогоревший костер. Зажигали огненное колесо и выкатывали под громкие возгласы народа в воду. Девушки и парни плели венки из трав и цветов, а также зажигали свечи, приговаривали на венки свои чаяния и пускали их по воде. Купала Купайло в славянской мифологии– это бог летнего солнца, по некоторым источникам бог очищения. После крещения Руси в 988 году православная церковь пыталась всеми способами искоренить языческие традиции и обычаи славян. И одним из способов замены в народном сознании праздников предкам новыми христианскими праздниками стала подмена понятий. И одним из таких праздников был Купала, который славяне отмечали именно в день летнего солнцестояния. Это мог быть 20 быть июня, 21 или 22 июня, в зависимости от года. И христианская церковь попыталась заменить в народном сознании языческого бога Купалу христианским Иоанном Крестителем, день рождения которого отмечали 24 июня. Таким образом, за многие столетия в народном сознании соединился образ языческого божества Купалы с христианским Иоанном. Так получился праздник Ивана Купалы, который мы знаем и отмечаем сегодня. С годами славянское божество Купала постепенно стало забываться в народе, и купалами стали называть водных духов, которые, как верили, обитали в реках, озерах и прудах. Именно ими посвящены традиции и обычаи праздника, в том виде, в котором он дошел уже до нашего времени. И возникает вопрос, почему на Ивана Купалу нужно обязательно искупаться в реке. Считается, что вода в этот день обладает волшебными свойствами, и в ночь на Ивана Купалу наши предки всей деревни шли к водоему. Они верили, тот, кто искупается в купальской воде, станет сильнее духом и избавится от любого страха. Для этого нужно зайти в водоем по пояс и окунуться с головой 3 раза, приговаривая про себя слова заговора. Друзья, слова заговора. Купальская водица, страх с меня сними, от трусости избавь, силы силушки прибавь, волю волюшку укрепи, да будет так. Но нужно помнить и об осторожности, ведь в эту ночь водяной может утянуть купальщиков на дно. Поэтому, прежде чем зайти в воду, положите на берег краешку хлеба со словами: «Не гневись, водяной, не злись, водяной, спи спокойно в речке и пруду, а я искупаюсь и уйду». Друзья, слова заговора мы приведем в описании к этому видео. Ну а теперь давайте поговорим на заговор на красоту.
Чтобы стать красивее, девушки умывались родниковой купальской водой, на которую трижды наговаривали следующие слова. Водицей дурноту смыла, красотой себя наделила, чтобы личико побелело, глазоньки заблестели, губки порозовели, да будет так. Следующий обряд, друзья, это обряд для мужчин. И мужчины в Иванов день проводят обряд, который дарует им силу и мужество. Для этого нужно вылить на себя ведро родниковой купальской воды и затем сказать один раз: вода купальская, вода дивная, вода волшебная, силой могучей меня надели, крепкое здоровье подари, от хвори и порчи убереги. Следующее, друзья, купание на Ивана Купалу. День накануне Купалы считался в народе банным днем. По поверьям, в это время смывается не только грязь, но и с глаз, порча и другое колдовство. А вот в сам день праздника Купалы любая вода в водоемах, в родниках, колодцах, а также в водопроводных кранах в этот день наделяется особой магической силой. Она становится прекрасным проводником энергии, поэтому ее часто используют в ритуалах. Это один из них позволяет вам поделиться своим успехом, счастьем, удачей с другим человеком. Поэтому не волнуйтесь, из-за этого ритуала вы не лишитесь своей доли. Даже наоборот, сможете накопить положительную энергию. Ритуал этот на удивление прост. Вам с тем человеком, с которым вы хотите поделиться благом, нужно одновременно искупаться в одном водоеме. При этом, как бы невзначай, если он не знает о проведении обряда, возьмите его за руку и быстро скажите про себя следующие слова. От меня к тебе идет, от меня к тебе придет. Добро свое тебе дарю, через воду передаю, да будет так. К сожалению, эти слова заговора вам придется выучить. Друзья, еще раз. От меня к тебе идет, от меня к тебе придет. Добро свое тебе дарю, через воду передаю, да будет так. А если у вас нет возможности искупаться в этот день, тогда можете поступить так. Наберите в бутылку родниковой или колодезной воды и начинайте на нее тот же заговор, но уже 9 раз. После этого отпейте из бутылки 3 глотка под любым предлогом. Вы должны уговорить вашего близкого человека также сделать несколько глотков оттуда, неважно сколько. Если вода останется, вылейте ее под дерево. Следующее, друзья, купальский букет из трав. На праздник Купалы существует традиция составлять купальский букет, который мало того, что защищает ваш дом и всех домочадцев от нечистой силы, а также колдовства, несчастного случая, но и привлекает богатство и удачу. Собирать букет можно в течение всего дня, но вы обязательно должны закончить работу до начала новых суток. И в этом букете, друзья, должны быть следующие травы: Иван да Марья, зверобой, разрыв, трава, это родовик лекарственный, еще его называют, чистотел, бузина, василек, земляника, мать и мачеком, полынь и ромашка. Купальский букет можно разбавить букетом веточками осины и березы. Поставьте растения в воду и расположите их в главной комнате дома на видном месте. Когда букет начнет увядать, высушите его и повесьте возле входной двери, предварительно насчитав на него 6 раз следующие слова. Зеленый защитник на страже стоит, мой дом и семью день и ночь хранит. Беда не пройдет, удача придет, да будет так. И следующий, друзья, обряд у нас купальский обряд для карьерного роста. Итак, в купальский день, друзья, вам нужно выйти в поле, где растет именно пшеница или рожь, и найти там самый высокий по сравнению с другими колос. Сорвите этот колос, трижды перекрестите и 3 раза скажите следующие слова. Как этот колос выше других братьев, сестер, так и я, раба Божья, ваше имя, стану выше своих братьев и сестер. Аминь, аминь, аминь. Придя домой, зашейте этот колосок под подкладку одежды, в которой вы чаще всего ходите на работу, и носите его до следующего Иванова дня. Желательно использовать для этих целей именно пиджак. Как загадать себе будущее в праздник Ивана Купалы? Вот так, друзья, как это же сделать? Как загадать себе будущее? Ближе к вечеру сплетите венок из травы и цветов. Травы и цветы выбирайте любые, которые вам ваша душа пожелает. И вам нужно приговаривать следующие слова.
судьбонушку сама складываю, себе угодное загадываю, достаток, любовь, удачу плетаю, болезни, слезы, беды выплетаю. Да будет так. Аминь. Потом на листочке бумаги напишите свои пожелания, касающиеся будущего. Ну, например, выйти замуж, родить детей, возможно, сменить работу или возможен переезд. После чего привяжите записку к венку. На закате солнца отправляйтесь к любому ближайшему водоему. Ритуал вы можете выполнять и компании. И бросьте свой венок в реку со следующими словами. Я слово свое сказала, будущего себе пожелала. Пусть то, что написала, сбудется, пусть все загаданное случится. Да будет так. Друзья, и следующее мы вам предлагаем оберег от нечистой силы для дома и семьи. Женщины с утра пораньше в празднике Ивана Купалы проводили обряд для защиты семьи и дома от порчи с глаза и всякого дурного влияния. Для этого освещали все продукты, имеющиеся в доме, а делали это таким образом. В глубокую тарелку налейте холодной некипяченой воды. На поверхность воды положите небольшую деревянную щепку, желательно плоскую, чтобы она не перевернулась. А на нее поставьте маленький огарок свечи. Если у вас есть возможность достать плавающую свечку, можно обойтись и без щепки. Зажгите фитиль и обойдите все помещения в доме, где вы храните запасы еды. Ну, это, наверное, кухня у вас будет, кладовка, погреб. Держа в руках тарелку и приговаривайте следующие слова. Силой светлого огня наделю овощи и фрукты, зерна и крупы, соленья, варенья по моему велению. Во имя темной воды, порча лютая, уйди. Запасов моих не касайся, к себе именно так. Вот, друзья, вот такие мы вам предлагаем заговоры и обряды провести на Ивана Купалы. Ну а с вами, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Вы, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!